Итак, вот мясо, которое мы с вами поставили зреть неделю назад. Оно находится в плюсовом холодильнике. Вот здесь подсказка о том, как мы подготавливали мясо. И теперь я должен сказать, что я сделал для того, чтобы это мясо не испортилось и не пропало. Во-первых, оно обмазано специями. Во-вторых, вот здесь сверху лежит ультрафиолетовая лампа, которую мы время от времени включали для того, чтобы в холодильнике погибли любые микробы. А внизу стоял увлажнитель. Для чего этот увлажнитель нужен был? Для того, чтобы мясо не так сильно сохло. Впрочем, даже если оно и подсохнет, то ничего страшного и ужасного не произойдет. Всего лишь навсего вес мяса станет несколько меньше, а вкусным оно останется точно таким же. Пойдемте, попробуем. Знаете, вот это очень большой кусок мяса. Мне столько сегодня не надо. Я поищу, где там ребрышки спрятались. Раз ребро, два ребра. Вот здесь прорежу. Все на ощупь, все на ощупь. Вот прям посмотрите как. Я прижимаю нож к ребрам. Вот какой чудесный кусок мяса. Вы полюбуйтесь его цветом. Вот этот цвет уже зрелого мяса, вызревшего мяса. Вот эту часть можно отрубить и сразу пустить на бульон. Равно как и вот эту изрядно подсохшую и сильно приправленную часть мяса. Подправлю нож. Нож должен быть идеально острым, когда ты разделываешь мясо на шашлык. Жира, специи я убирать не стану. Пусть остается. Посмотрите, вот просто посмотрите, какое сейчас стало мягкое мясо. Да оно как масло режется. Ну посмотрите, чистый мрамор же. А за сколько мы купили этот кусок? 300 рублей килограмм. Не верите? Вот здесь подсказка есть. Пойдите посмотрите ролик, как я ходил на базар, как выбирал мясо, как я его покупал. Понимаете, что делают опыт и знания? А вы все, мраморное мясо, нам недоступно, нам недоступно. Да как вам не стыдно? Я солил мясо, я перчил, но все это на поверхности. И соль проходит внутрь мяса очень медленно. Вы вспомните, сколько просаливаются окорока. Ведь этот кусок мяса сравнимый по размеру с окороком. Поэтому я беру немножечко, вот буквально треть столовой ложки соли. Присыпаю мясо. Поэтому я беру черный перец, свежий черный перец. На такое мясо не жалко. И немножко массажируем. Так, чтобы соль равномерно прилипла на мясо. Знаете, все эти разговоры о том, что мясо солить потом, а это неверные разговоры. Лучше мясо солить заранее. И лучше, чтобы мясо просолилось заранее. Когда мясо вот такими кусками, и если оно лежит в холодильнике, то надо дня 2-3, чтобы мясо равномерно просолилось. При комнатной температуре процесс происходит быстрее. Вот сейчас здесь на мангале все произойдет еще быстрее, да? Я проводил эксперимент, насколько мясо теряет больше соков, если его посолить заранее. И этот эксперимент описан в книге «Мангал». Вот здесь вот ссылочка на магазин. Сходите купить, это полезная книга. Там написано гораздо больше, чем я вам успеваю рассказать здесь, вот за время этих видеороликов. И эти видеоролики вы все равно смотрите время от времени. А книгу прочитаете, убежден, с удовольствием, за один вечер, а потом будете иногда к ней возвращаться для того, чтобы освежить знания. В этой книге очень много теорий о том, как надо правильно жарить шашлык. А не соленое мясо, оно даже пахнет и по-иному. И вот потом его присаливай, не присаливай, оно имеет другой вкус, оно имеет даже другой цвет. И более того, если положить кусочек готового, но не соленого мяса в рот, то во рту слюна практически не выделяется. То есть наш организм не опознает несоленое мясо в качестве еды. Для того, чтобы показать вам, насколько правильно пожаренный шашлык, то есть до розового состояния внутри, лучше, чем ужаренный в усмерть, мы сейчас с вами проведем небольшой эксперимент. Начинаем нанизывать мясо. Вот такие длинные треугольные кусочки, которые хочешь не хочешь образуются при разделке любой части туши. Теперь можно и покрупнее. И завершаем все еще одним треугольным кусочком. Выравниваем шашлык по толщине. Нормально. Вы обратили внимание, что я, когда мясо нанизываю, у меня каждый следующий кусочек с жиром
попадает на какую-то другую сторону. Например, вот на этой стороне вот уже кусочек жира есть, да? Теперь еще один жирный кусочек. Значит, его надо на эту сторону. Для чего? Как бы вы ни переворачивали, у вас жир распределен равномерно. Понимаете? Вот 4 палочки длинные, а одна короткая. Сейчас узнаете зачем. Уголь отличный, чуть-чуть обмахнем, освежим его. О, жар, что надо. Поехали, с Богом. Когда мясо только положили на мангал, на первых минутах надо дать максимальный жар. Для этого я его обмахиваю. Прекратил обмахивать, сейчас жар успокоится. Тормозов у мангала все равно нет, но есть вот педаль газа. Обмахиваю, жар сильнее, энергии больше выделяется. Видите, вспыхнуло. Почему вспыхнуло? Да, потому что жир уже вытопился из сала. Вторую сторону точно так же обмахиваем. Ты смотри на него. Машу, тухнет. Перестал махать, вспыхивает. Почему? Да вот этот кусочек-то жирный. Капает с него жир. Ну и хорошо, значит, берем отсюда этот уголек. Вот опять вспыхнуло. Ну вот он, как кусочек жира, который заставляет вспыхивать. Теперь посмотрите. Вот я считаю, что сейчас шашлык находится на первой стадии приготовления. И я сдвигаю по одному кусочку вон туда. Эти кусочки больше не будут жариться. Но этот шампур короткий. Он у нас для теста, для сравнения. Каждый следующий кусок мы будем жарить примерно на 2 минуты больше. Последние куски мы пожарим насмерть, как многие любят, чтобы внутри ни капельки сока, ни одной кровиночки, ничего. Ну вот вторая ступень прожарки. Третья стадия. Здесь шашлык уже пожарен на грани приличия. Я бы для хороших людей так уже не жарил. Вот эти кусочки, это будут называться убитый шашлык имени комментатора Павла Колосова. Есть один такой комментатор, который бегает по всему Ютубу и пишет комментарии. Вот всегда не дожаривает, Сталик всегда не дожаривает, Сталик всегда не дожаривает. Вот операторы и режиссер говорят, что слишком много чести для Павла Колосова. Вспоминать его. Ну, есть такой парень, живет такой парень, понимаете? Любит насмерть прожаренное мясо. Павлик, для тебя работаю. Есть слова одного старого азербайджанского мудреца. Солдат должен быть живым, ну, в смысле, крепким, здоровым, да, мощным. А шашлык должен быть чуть-чуть с кровью. Поверите или нет, что в Азербайджане так говорили? В старые времена. Сдвигаем. О, да я уже чувствую, я на него давлю. Он уже такой твердый. Такой твердый. Все, ребята. Я так больше не могу. Все, эксперимент подходит к концу и передается в оценочную комиссию. И оценивать на этот раз будут не люди. Будете верить в цифры. Итак, ставим тарелочку на весы. Тарелочка весит 370 грамм. Обнуляем тара. Кладем на него кусочек мяса. И вот нож. Я сейчас буду давить этим ножом на кусок мяса до тех пор, пока он не начнет разделяться. И мы запишем, сколько грамм усилия понадобилось для этого. Вот нож. Вот все, мясо разрезалось. 3,7. Следующий кусок. Давлю. Простите, не заметил. 3,6. Следующий кусок. Сколько было? 5. Вторая степень прожарки. Куски крупнее. Сколько? 5,7. 6. Жюри говорит, было 7,3. Внутри розовенькое. Третья степень. Ну, 6,8. 7,8. 10. Нет, ну 8,5 начало резаться. И вот начинается убитый шашлык. Дошло до 12, ладно, подыграем ему, запишем 11. Серенькое внутри.
8,5. 10,5. 10. Ну и, наконец, пожаренное так, как Павел Колосов любит. Мягкое. 11. 13 килограмм. Ну-ка, давай. Ну-ка, может быть, здесь неудачно. Ну, давайте с другой стороны. 12. 12. Еле как разрезалось. Но есть здесь еще мельче кусочки. Вот эти последние. Угольки. 11 килограмм. Но знаете, сейчас под ножом мясо ведет себя по-другому. Оно уже просто хрустит. Оно уже вот настолько высушено, что оно хрустит, как сухарик. Посмотрите, видите, это сухарик. Видите? Видите? Может быть, он тоже вкусный. Я не знаю. Разрезался легко. Но это сухари, это не мясо. 11. У нас остался еще вот этот пробный шашлык, который долго-долго готовился при слабом нагреве. Ну, 8 килограмм. Крайний кусочек. 13. На кухне документы вот так выглядят. К сожалению. Да, видите, заляпанные, обляпанные. Но это очень ценный документ. Он нам дорого достался. Понимаете, мы вот какой кусок мяса почти что весь испортили. Роскошный кусок мяса. 3,7, 3,6, 4, 5. Ну, скажем, в среднем 4. Да? 6, 7,3, 5,5, 7,8. Скажем, в среднем 6. 6,8, 7,8, 8,5, 4,0. Ну, вот этот 4,0, он какой-то подозрительный. Может быть, там уже было какое-то разъединение. Понимаете? Но все-таки, если говорить в среднем по статистике, то, наверное, все-таки 7,5 килограмм. А здесь что? 10, 10,5, 8,5, 11. В среднем 10. Увеличение на лицо. 11, 12, 10,5. В среднем 11 на лицо, на лицо. 11, 11, вдруг 6. Вдруг какой-то разломился за 6. 11 килограмм. Вы понимаете, да, что чем дольше мы жарили это мясо, тем тверже и тверже оно становилось. Тем менее вкусным оно становилось. Вот эти первые кусочки мяса, они самые восхитительные. Посмотрите, шашлык уже остыл, пока мы тут возились. Вот, неужели это мясо нельзя кушать? Ну да, с самого начала, если когда его разрезали, с него вытекал сок. Но это же не кровь, это же мясо полностью готово. Это то, чему я вас учу, что я вам показываю уже много-много лет, что не надо пережаривать. В этом секрет сочности, в этом секрет вкуса. Я надеюсь, что сегодня вы узнали кое-что новое. Подпишитесь на наш канал, чтобы не прозевать еще более интересную информацию. Посмотрите предыдущую серию теории шашлыка. И вот здесь, внизу, какие-то ролики, которые, скорее всего, вы не посмотрели. Успехов вам, приятного аппетита!